Испытание расставанием – одно из самых сложных для того, кто по-настоящему любит. Жизнь часто бросает нам подобные вызовы, разлучаясь с любимыми. И многие оказываются не в состоянии справиться с расставанием, особенно если замечают в поведении партнера что-нибудь подозрительное. С такой ситуацией столкнулся Игорь, и он обратился в наш проект. Добрый день, меня зовут Игорь. Я подозреваю свою жену Александру в измене и хочу, чтобы вы мне помогли разобраться в этой ситуации. Значит, мы женаты 5 лет, живем в загородном доме. В свое время познакомились в ночном клубе. Как было дело? Я вообще не любитель ночных клубов, я такой человек домашний, семейный. Вот. Я просто за компанию поехал в ночной клуб и там увидел эту вот очаровательную девушку Сашу. Она мне понравилась. Я стал за ней ухаживать. Мне, правда, в то время был какой-то парень, по-моему, диджей, то ли из этого, то ли из соседнего ночного клуба. В общем, я продемонстрировал всю серьезность своих намерений. Ну и, в общем, они расстались, и Александра за меня замуж вышла. Вот. Но ее вот эта любовь к клубной жизни, она осталась. Пару раз я даже пьяный забирал оттуда. Потом у нас был серьезный разговор. Мы хотели то разводиться, то съезжаться. В итоге сейчас как дело обстоит? Все вроде договорились. 2 года она уже никуда не ходит, ни в какие ночные клубы. Меня сейчас повысили, я стал региональным менеджером, часто бываю в командировках. И вот уже несколько раз, когда я возвращаюсь домой, чувствую запах сигарет. Один раз даже показалось, что в моем домашнем халате ходил кто-то. Порядок как-то не так, как я вроде оставлял, как привычно. И у меня большие подозрения, что в те дни, когда меня нет дома, к Саше кто-то приходит, с кем-то есть отношения. Вот, собственно говоря, что важно-то, я очень хочу детей, и просто из-за вот этой вот ситуации, что изменяет, не изменяет, меня дербанит, колбасит, и я не знаю, то ли разводиться, разъезжаться, то ли все честно, и это я уже сам себя накрутил, пока мотаюсь по командировкам. В общем, я прошу вас помочь мне разобраться в ситуации и проверить жену Сашу на измены. Детективы устанавливают наблюдение в доме и в машине Александры. Девушка выходит из дома и куда-то едет. Александра приезжает в магазин.
Александра возвращается в дом. Алло, привет, Козлик. Как твой день? Нормально. Я уже отдыхать собралась. Да, соскучилась. Угу. А ты скоро уже вернешься? Ну хорошо. У тебя там все в порядке? Ну, не переживай, они все придурки. Все будет хорошо. Ты у меня самый лучший. Угу. Ладно. Давай. Люблю тебя. Сладких снов. Пока-пока. Вечером Саша разговаривает с Игорем по телефону, говорит, что скучает по нему, спрашивает, как он там в Екатеринбурге, и желает спокойной ночи. Саша выходит из дома и куда-то едет. Алло, привет. Можешь говорить? Угу. Да, не хочешь поехать позагорать? Чего? Ладно, давай. По дороге девушка звонит кому-то и приглашает позагорать. Непонятно, кто собеседник, мужчина или женщина. Прошло 3 дня, никаких событий, намекающих на измену, не происходило. Во двор дома Александры заезжает какая-то машина. Кто же этот гость?
О, наконец-то я до тебя добралась. Сколько мы уже не виделись? Наверное, месяца 2, что ли? Выясняется, что Надя давняя подруга Саши из прошлой жизни. Надя закуривает сигарету. Становится понятно, откуда запах, который тревожил Игоря. Этот идиот, Валера, который с Илоной, он ее так заревновал, сбросил ее с лестницы. Охранники разнимали. Это был просто отстой. Мне было так стыдно, я постаралась поскорее уехать на такси. Обалдеть. Знаешь, кого видела? Кого? Пашку. О, Господи, он еще жив? Знаешь, как он напился? Не сомневаюсь. Оказывается, он бросил Катьку. И целый вечер мне рассказывал про тебя. Я вообще удивлена, что они столько времени пробыли вместе. Саш, он до сих пор по тебе сохнет. Просто умирает. Ну, флаг ему в руки. Я просто, когда вспоминаю эти годы, где были мои глаза, где был мой мозг, просто, что на меня нашло тогда? Ты, кстати, Знаешь, помнишь, сразу говорила еще, когда мы только познакомились, говорила, что так и кончится все. слушай, а давай сегодня поедем в наш клуб, отдохнем как раньше. Давненько уже с тобой не тусили. Да не, Надюх, я сегодня как-то без настроения, да и обещала Игорю позвонить по видеосвязи, так соскучилась уже. Он там один, новая эта должность. Ты какая-то Чем так переживает? кислятина стала. От всего отказываешься. Ну, там просто у меня такой период. Слушай, а ты случайно не беременна? Вообще-то еще не знает никто. Да ладно. Срок очень маленький, я только позавчера сделала тест. Сань, я тебя поздравляю, я так рада. Я так Только ты никому не говори, Игорь еще не знает. Вернется из командировки. А как думаешь, он отреагирует? Ну, надеюсь, будет счастлив. Вообще-то он еще когда мы познакомились, уже говорил, что мечтает о детях. Ну, просто так напрямую мы это не обсуждали. Ты же знаешь. Я рада за тебя, подружка. Ну вот только я тебя совсем потеряю теперь. Не выдумывай, все хорошо. Мы так впереди классно говорим. тусили, а теперь ты будешь совсем занята. Но я очень рада, я счастлива. Я тоже очень счастлива. Буду теперь образцовой мамой и женой. Детективы связываются с Игорем и говорят, что прекращают наблюдение. Никакой измены нет, и он может быть спокоен за свою жену. Сообщать главную новость они не вправе. Приехав из командировки, будущий отец сам узнал от Александры хорошую новость. Получить подтверждение верности партнера из независимого источника – это важно. Но не менее важно сохранить правильные отношения после того, как верность подтверждена. Сомнения в любимом человеке возникают не на пустом месте. Но главное, о чем нужно подумать, это и свои ошибки. Согласны? Пишите в комментариях к этому видео и подписывайтесь на канал. Увидимся.